рукодельницам огромный привет! Добро пожаловать на мой канал о вязании спицами и крючком. Меня зовут Оля. В этом видео я хочу показать вам, как закрывать петли резинки 2 на 2 фабричным способом. Получается вот такой эластичный край, очень аккуратный, который напоминает нам фабричный метод закрытия петель. У меня на странице в Instagram этот мастер-класс набрал очень много просмотров и собрал большое число положительных отзывов, где мне писали о том, что мне удалось объяснить простыми словами этот сложный метод закрытия иглой резинки 2 на 2. Поэтому я решила поделиться данным видео в своем YouTube-канале. Приятного просмотра! Сначала нужно переснять все петли на 2 спицы. Я буду использовать спицы меньшего диаметра. Эту резинку я вязала спицами номер 4, а переснимать буду на спицы 3,25. Ну, можно взять, например, 3,5. Держим спицы вот так вот параллельно. И будем снимать по очереди лицевые и изнаночные петли на разные спицы. Лицевые будем снимать на переднюю спицу, а изнаночные будем снимать на заднюю спицу. Первая петля у нас кромочная, и кромочную я вязала лицевой, поэтому снимаю ее на переднюю спицу. Вот так я ее поверну. Раз, два. И вот эту третью лицевую я сюда же снимаю. Теперь смотрите, эти петельки придерживаю, снимаю следующие петли. Раз, два, снимаю их на заднюю спицу. Следующие на переднюю снимаю. Вот так поворачиваю для удобства. Раз, два, придержала. Эти снимаю. Раз, два, изнаночные на заднюю спицу. Эти на переднюю, лицевые. Раз, два. Изнаночная на заднюю, лицевые на переднюю. Раз, два. Изнаночные, лицевые. И вот эту кромочную у нас она пойдет на заднюю спицу. Теперь обрезаем длину нити, равную 3 длинам нашего полотна. Раз, два, три. И еще я оставлю комфортный хвостик где-то сантиметров 20-25 для удобства. Вставляем нить в иглу. Я буду использовать для этого иглу с силиконовым ушком. Для меня это самый удобный вариант, поскольку силиконовое ушко, оно очень гибкое и проходит абсолютно об любые петельки, даже очень маленькие. Сперва необходимо выполнить подготовительный шаг. Для этого заходим в первые 2 петли, поскольку у нас кромочная, да, самая первая петля, вот так вот мы ее зашиваем вместе с первой петлей. Если у вас кромочная изнаночная, то, точнее, если после кромочной идут изнаночные петли, то тогда вы зашиваете ее вместе с изнаночными. Так, значит, еще раз. Зашли в эти 2 петли вот так вот, как в лицевые, а на задние спицы зашли как в изнаночную. Вот так. Не снимаем их пока что со спиц. Протягиваем ниточку аккуратненько. Вот так. И теперь выполняем сшивание. Первые 2 петли вот вместе с кромочной снимаем как лицевую, а во вторую петлю на передней спице захожу так, будто собираюсь вязать изнаночную петлю. Протягиваю нить. Теперь перемещаюсь на вторую спицу, вот на эту, на дальнюю. На дальней спице делаем все наоборот. Заходим, снимаем петлю как изнаночную,
а во вторую заходим как будто собираемся вязать лицевую петлю. Подтягиваем ниточку. Вот так. Для того, чтобы лучше запомнить, можно повторять себе следующую речевую инструкцию. На передней спице лицевую сняли, в изнаночную зашли. На задней спице как изнаночную сняли, как в лицевую зашли. Упрощенная речевая инструкция звучит так. На передней спице лицевая, изнаночная, на задней спице изнаночная, лицевая. И таким образом можно мысленно, можно вслух себе повторять, да? Лицо, изнанка на передней спице. Если кто-то так называет, например, петли, да? А на задней спице изнанка, лицо. На передней спице снова лицевая, изнаночная, на задней спице изнаночная, лицевая. Лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. И так до конца. Подобным образом сшиваем. Теперь протягиваем через последнюю петлю вот так. И на изнаночной стороне закрепляем и прячем хвостики. Вот такой получился край. Так он выглядит на срезе. Это фабричный край. Закрытие резинки 2 на 2 эластичным способом, фабричным. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, ставьте уведомления о новых видео, чтобы не пропустить интересное. В данный момент я готовлю мастер-класс на шапку-ушанку, на мою версию шапки-ушанки, поэтому если вам интересна данная модель, следите за мной.